Привет, привет, привет всем, ребят, приветики. Нет, мой бывший вообще никак не был связан с Твичом, чему я очень, кстати, радовалась. Он вообще от этого всего был максимально далек. Он просто чисто как-то случайно там увидел нарезку со мной, и это вот единственное, откуда он меня знал. А так, мы с ним познакомились, просто жили в одном жилом комплексе, вот. Ну, там очень мемная история была в том плане, то что, короче, мы были с ребятами на моей хате, то есть я и два типа еще сидели. Вот, а у меня парень, вот мой бывший, он сидел со своими ребятами, то есть там тоже два пацана и одна девочка была. Вот. В один момент у нас пацан выкидывает кошелек в окно, а потом вспоминает, что у него там все деньги. Я на тот момент жила на 8 этаже. Вот. И, короче, он пошел поднимать, мы что-то начали орать ему с балкона рофлить, а время было 2 часа ночи. Вот, высовывается мой бывший из окна, вот напротив квартиры, то есть там большой ЖК, а у меня окна выходили во двор. Вот. И в итоге он высовывается в окно и такой, типа, орет: идите к нам. А что вы понимали, там сидела внизу одна компашка, и он подумал, что это они орут, а не мы. И в итоге, типа, мы собрались такие: ну чё, пойдем? Все равно скучно. Вот. В итоге пацаны берут энергетики, я вот так бутылку, мы переходим в соседний подъезд, поднимаемся, он, кстати, тоже на 8 этаже жил, поднимаемся на 8 этаж, и чисто я стучусь, у меня бутылка в руках. Вот, она открывает, такой смотрит, он мне потом рассказывает: я смотрю, стоят 3 шкалера. Такой: я ожидал кого угодно. ОМОН, полицию, соседей, да кого угодно. Но передо мной стоят 3 шкалера. Я в этот момент вот так вот, я думал закрыть дверь. И после этого он поворачивается в один момент на свою компашку вот так вот. И те ему говорят: ну ты же сам звал. Он такой: блин, ну ладно, заходите. Мы, короче, зашли, посидели, побазарили. Он такой смотрит: а у тебя лицо какое-то знакомое. Ты случайно не блогерша? И тут я такая сижу: нет, только не это. Не, это я рассказала, как мы познакомились. Встречаться-то мы начали гораздо позже. Я потом улетела в Мексику, и все что-то... Ну, мы там несколько раз переписывались в Инстаграме. Ну, типа, он мне понравился внешне. Вообще, я изначально думала, что вот эта вот девочка, которая там была, то, что это его девушка, и я тогда расстроилась. Вот, и... Что-то он мне там писать начал, все такое, и как-то я с ним, ну, знаете, пообщалась, и все. Вот, а потом в один момент, что мне нужно было в тот район, и у меня разрядился телефон. Короче, мне за телефоном нужно было, и нужно было забрать документы из автошколы. Вот, я приехала туда, у меня разрядился телефон, и я ему пишу, типа: слушай, такая-то ситуация, нужно подзарядить телефон, можно к тебе зайти? Ну... Естественно, Внешка решает, ребят. Вот, и, короче, он не дома тогда был, вот. И я поехала в кальянку посидеть чуть-чуть. Ну, мне нужно было подождать вечера, чтобы забрать телефон из ремонта. Вот, в итоге мне как раз Илья написал, типа: если хочешь, приезжай, там вечером посидим. Я такая: да, окей. Хотя я было 18, а ему 30, 29 ему было. Нет, 30, да. У нас 12 лет разница. Да, ему 30 было. Короче, мне позвонил мастер и говорит: телефон будет готов только завтра к 12 часам. Я такая: я не хочу никуда ехать. Ну, типа, к родителям домой. В плане, мне очень долго было туда ехать, потому что родители живут на другой стороне Москвы, а ремонт находится тоже на другой. Я такая: это мне, грубо говоря, 2 часа, даже 2,5 ехать до дома, потом просыпаться опять рано, 2,5 часа ехать до этого места. В итоге, что-то я к нему прихожу, мы посидели там, выпили чуть-чуть, что-то разбазарились по душам, и меня продинамили. Я начала подкатывать, и меня продинамили, сказав, что я еще малая, и мне всего 18, а ему уже 30. И я такая: да? Это первый человек, который меня продинамил, вот честно. Ну, никогда такого не было, и вот, ну, что это? Так вот, короче, это было спецом, да реально, чтобы заинтересовать еще больше. Всегда надо динамить, чтобы бабы велись. Не, это так не работает, ребят. Типа, там именно зарешало то, как выглядел человек, это раз. И два, ну, по общению.
Так вот. После этого, где-то через несколько дней мы встретились, и он такой, ну, типа, я подумал, там, и все такое, это не тебе еще 18, а мне уже 30, а тебе уже 18, а мне еще 30. Вот, и мы после этого начали встречаться. Вот, как бы 2,5 года прожили вместе, и как-то так вышло. Теперь-то опытная милфа. Ну, из-за чего вы расстались? Из-за его пристрастия к алкоголю. Я думаю, ты на каком-то спортсмене жената. Нет, мы расстались. Мы 2,5 года жили вместе, встречались и расстались из-за страсти человека к алкоголю. Не, ребят, там гораздо все хуже. Я не думаю, что вы те люди, которые могут спокойно 0,5 выжрать за вечер и потом пойти еще за одной. Даже не 0,5, сколько там? 0,5 это маленькая вроде. Большая там от скольки идет? 0,7, 0,9? 0,9, по-моему. 0,75, вот, да, 0,75. Вот, и представьте, типа, в соло, вот такую выжирать каждый вечер, а то и по 2, и по 3. Ну, просто, не, понимаете, там как бы в компании друзей все такое, ну, как бы, понятно, друзья встретились, почему бы не выпить? Ну, как бы, я против этого ничего не имею. Но когда человек просто каждый вечер сидит и прям одну бутылку за другой, это уже ненормально. И причем он же, ну, не за компанию пьет, а в соло сидит. Чё, сейчас с ним? Да я в душе не чаю, может, опять там как чертила. Хз. Я у него в черном списке. Я неблагодарная, и я улетела в черный список. Я почти у всех своих душек. Честно. Да. Не, реально, да, так сказала, как будто у меня там 50 их. Нет. Понимаете, меня просто трудно забыть. Вот. Какие уж дела. И у него на шее висело, скорее наоборот было. Чуть-чуть. Тяжело забыть, легко потерять. Да? Да. Мне вчера я выгляжу на 27. Для меня это реально как будто, знаете, комплимент какой-то был, потому что меня все всегда считают какой-то мелкой соплячкой. Тот человек мне говорит, типа, ты выглядишь на 27. Я такая, спасибо. Блин, ну ты мыслишь на 30. Ну, это вот 2,5 года жизни с 30-летним мужиком, ребят. Очень много чего в голове поменялось. Ну да. Как замутить с тянкой? Как? Подожди, пока ей исполнится 18. Я бы прыгнул в эту реку, если бы не было человека.